400 грамм пшеничной муки, 160 миллилитров воды, 4 грамма соли и 4 грамма консуй. Важнейший компонент для приготовления лапши для супа рамен – это консуй. Консуй родом из Монголии и буквально означает соленая вода. На самом деле это никакая не соленая, а это очень сильная щелочь. И представляет собой смесь карбоната калия с карбонатом натрия. Именно сильная щелочь влияет на растягивание лапши и на ее срок хранения, что тоже немаловажно. Купить порошок консуй у нас практически невозможно. А если он и продается, то в огромных мешках по минимум килограмму. А нам нужно всего 4 грамма. Но есть лайфхак, и для этого нужно вспомнить курс школьной химии. И оказывается, очень просто приготовить консуй из обычной пищевой соды. Я вам сейчас это покажу. Высыпаем пищевую соду, напоминаю, это бикарбонат натрия, на бумажку для выпечки. И теперь ее нужно нагреть. При нагревании соды выше 60 градусов она разлагается на карбонат натрия, воду и углекислый газ. Именно карбонат натрия нам и нужен. Отправляю в духовку на 160 градусов где-то на час. И чтобы удостовериться, проведу эксперимент. В 2 емкости растворю одинаковое количество соды и того, что у нас получилось. Замеряем уровень pH, то есть щелочность раствора. Видите, наш порошок имеет уровень pH где-то 13-14, а соды всего 8. Нам для лапши нужно именно 13. Смешиваем в миске все сухие ингредиенты. Вы можете соль и консуй растворить в воде, значения это не имеет. Добавляем воду и хорошо замешиваем тесто. Я все делаю руками, а вы можете воспользоваться кухонным комбайном. Ну вот, у вас должно получиться вот такое вот плотное рассыпчатое тесто. Пищевую пленку перекладываем тесто. Выверну. Можно его даже скалкой раскатать. И оставляю тесто отдыхать где-то минут на 30-40. Тесто отлежалось, стало значительно мягче, но все равно без машинки вы его не раскатаете, поэтому вручную даже не пытайтесь. Порционные части, которые мы будем прокатывать. Чуть-чуть подкатаю. Ставлю машинку на 0, то есть на самое большое отверстие. Не страшно, если с первого раза оно будет разваливаться, это нормально. Нам таких операций нужно будет провести штук 5-6, а может и больше. На единицу пару раз прокатываем и так последовательно до 5. Так как у меня фильера для спагетти толщиной 2 мм, то, соответственно, я буду делать пласты тоже 2 мм, чтобы у нас получилась квадратная лапша, как положено. Так, складываем и еще раз пропускаем. Ну вот видите, получились идеальные листы для лапши. Теперь я ее нарежу при помощи машинки для спагетти. К сожалению, у меня другой нету. Но на самом деле лапша для рамена может быть любая. От самой тонкой до толстой. Кто как любит. У меня будет тонкая, потому что у меня фильера такая. Подсыплю доску крахмалом. В данном случае мы используем не муку, а крахмал. Ну, так положено. И сейчас я листы обрежу, чтобы лапша была аккуратной формы. В принципе, здесь крахмал не нужен, потому что это тесто практически не прилипает. То есть не прилипает от слова совсем. И обрезки можно обратно прокатать. Ну вот, отлично у меня получилась лапша. Ее можно хранить в холодильнике, в закрытой коробочке 3-4 дня или заморозить навсегда. Я ее присыплю немножко на всякий случай крахмалом, хотя она не липнет. Ну, пусть будет. Под пленку ее и в холодильник.